Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. Сегодня свяжем легкий летний кардиган крючком. Он вяжется очень легко. Данный мастер-класс подходит для новичков. Модель вяжется из прямоугольных деталей. Это спинка, две полочки и рукава. Без каких-либо дополнительных обвязок, только выполняем единую планку, включая полочки и горловину. По желанию ее можно выполнить шире. Я провязала здесь только один ряд, чтобы он сочетался с нижним краем. Я вязала на размер 42-44, но связать можно будет на любой размер и из любой пряжи. Для данного узора необходимо число петель кратное 3 плюс 1 петля. Также я оставлю размеры в сантиметрах, чтобы вам было проще ориентироваться. Я вязала из пряжи Yarn Art джинс в 50 граммах 160 метров. Здесь 45% акрил и 55% хлопок. Таких мотков мне понадобилось 7. Также нам необходимы маркеры, пластиковая игла с большим ушком и крючок номер 4. Для узора нам необходимо набрать число петель кратное 3 и плюс еще 1 петля. Я буду набирать 105 воздушных петель и плюс еще 1 петля, всего 106 воздушных петель. Делаем петлю, заводим крючок, вытягиваем. Первую петлю я тоже считаю, я ее не затягиваю. Это первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая и так далее. Набираем всего 106 воздушных петель. Петли набирайте свободно, сильно их не затягивайте. Итак, я набрала 106 воздушных петель, и моя цепочка в длину приблизительно 50 сантиметров. Воздушные петли можно пересчитать по вот этим вот косичкам. Вот у нас первая, вторая, третья и так далее. Возле крючка вот эта петля 106, петля, которая на крючке, она не считается. Далее будем провязывать первый ряд. Первый ряд у нас состоит из столбиков с накидом. Делаем накид. От крючка отсчитываем 3 петли и в четвертую провязываем столбик с накидом. Первая, вторая, третья, в четвертую провязываем столбик с накидом. Вытянули петлю. На крючке 3 петли провязываем первые 2 и затем еще 2. Вот эту крайнюю петлю вы можете отметить маркером, чтобы ее не пропустить в следующем ряду. Далее делаем снова накид, находим следующую петлю и также провязываем столбик с накидом. Таким образом провязываем до конца. Я довязала до конца, осталось провязать последнюю петлю. Провязываем столбик с накидом. Петлю можно затянуть. Вот так у вас должно получиться. Далее в конце делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем и будем вязать второй ряд. Находим самую первую петлю, вот она, и провязываем сюда столбик с накидом. Вот эту петлю также можно отметить маркером. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2. 2 петли пропускаем и в третью провязываем столбик с накидом. Снова 2 воздушные петли. 2 пропустили, в третью столбик с накидом.
Итак, провязываем до конца второй ряд. В конце у нас 3 петли. 1, 2, 3. Провязываем 2 воздушные петли. Делаем накид. И в третью петлю, самую крайнюю, провязываем столбик с накидом. Далее вяжем третий ряд. Снова в конце делаем 3 воздушные петли. Перевернули. Находим здесь крайнюю петлю. Вот здесь вот она. Вот идет столбик. Вот в эту петлю сразу же провязываем столбик с накидом. Делаем накид. Заводим крючок. Провязали. Крайнюю петлю также можете отметить маркером. Далее провязываем столбики с накидом, провязываем в арку 2 столбика с накидом, первый и второй. Затем провязываем столбик с накидом над столбиком, вот в эту петлю. Вот вводим крючок под косичку. Далее снова в арку провязываем 2 столбика с накидом. Затем снова над столбиком. И таким образом довязываем до конца третий ряд. В конце, провязывав последнюю арку, 2 столбика с накидом. Первый, второй. И в самую последнюю петлю, вот которую мы отмечали маркером, сюда провязываем столбик с накидом. Итак, мы провязали третий ряд. Далее снова делаем 3 воздушные петли. Переворачиваем и будем вязать четвертый ряд. Он вяжется точно так же, как и второй. Будем провязывать столбики с накидом, 2 воздушные петли. Делаем накид и сразу же провязываем столбик в первую петлю. Отмечаем. Далее делаем 2 воздушные петли. Накид, пропускаем 2 петли, в третью провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, 2 пропустили, столбик с накидом. Столбики у вас должны идти над столбиками. Если у вас они идут неровно, значит вы где-то, возможно, провязали либо лишний столбик, либо пропустили. 2 воздушные петли, накид, 2 пропустили, в третью столбик. Таким образом довязываем четвертый ряд до конца. Итак, в конце провязываем 2 воздушные петли. У нас осталось 3 петли, 1, 2, 3, и в последнюю, в третью провязываем столбик с накидом. Итак, мы провязали четвертый ряд. В конце снова делаем 3 воздушные петли, переворачиваем и вяжем пятый ряд. Пятый ряд у нас провязывается точно так же, как и второй ряд. Провязываем только столбики с накидом. Итак, делаем накид на крючок, вводим в первую петлю,
В арку провязываем 2 столбика с накидом. Далее столбик с накидом над столбиком. Снова в арку 2 столбика с накидом. И над столбиком. И так далее провязываем 5-й ряд. Далее 6-й ряд у нас вяжется точно так же, как и 2-й. То есть мы всегда повторяем 2-й и 3-й ряд. Далее вяжем самостоятельно на необходимую длину. Самый последний ряд у вас должен быть полностью из столбиков с накидом. И в конце не забудьте оставить немного нити для сшивания. Я связала спинку. Всего у меня здесь 69 рядов. Самый последний ряд у меня столбики с накидом. И теперь я отмечаю маркером, где у меня будет горловина. Всего у меня здесь 50 сантиметров. На горловину я беру 12. И по краям у меня остается по 19 сантиметров. Отмечаем маркером. Теперь считаем, какое количество арок у нас до маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вот здесь вот я устанавливаю маркер. Вот 13-я арочка. И вот здесь я ставлю маркер. Теперь такое же количество арок у вас должно быть с этой стороны. Также отсчитываем 13 арок и устанавливаем маркер. И нам необходимо будет связать вот такие вот две части. На одну сторону и на вторую. Для того, чтобы рассчитать количество петель для вот этой вот части, нам необходимо до маркера посчитать, сколько у нас арок. У меня здесь их 13. 13 умножаем на 3 и плюс еще 3 петли для подъема. И еще одну петлю делаем для симметрии. 43 петли я набираю вот для этой части. Если у вас больше на одну арку, прибавляйте плюс еще 3 петли. Либо если меньше, минус 3 петли. Итак, делаем петлю. И я набираю 42 воздушные петли, кратные 3. И плюс еще одна петля, то есть всего 43 воздушные петли. Завожу крючок. Вытягиваем нить. Первая, вторая, третья и так далее. 43 воздушные петли. Узор здесь одинаковый, вяжется точно так же, как и спинка. Провязываем с 4 петли от крючка, делаем накид. 1, 2, 3, в 4 вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Также крайние петли можете отмечать маркером. Далее накид, следующую петлю и до конца провязываем столбики с накидом. Провязываю последнюю петлю. В конце 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Перевернули. Делаем накид. Вяжем в первую петлю. Далее 2 воздушные петли. 2 пропускаем. В третью. Две воздушные петли. Третий столбик с накидом. В конце 3 петли. В третью провязываем столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли в конце. Перевернули. Накид.
Провязываем в первую петлю. Далее провязываем в арку 2 столбика с накидом. Над столбиком. Снова в арку. И так далее провязываем третий ряд до конца. Итак, я провязала третий ряд и далее повторяем второй и третий ряд. Если вам нужно больше либо меньше, делайте плюс-минус 3 петли при наборе. И провязываем столько же рядов, сколько вы провязывали на спинку. Я провязала до конца. Здесь у меня также 69 рядов, как и на спинке. Последний ряд это столбики с накидом. И вторую часть вяжем точно такую же. На одной части мы оставляем кончик нити для сшивания, а на второй нет. Эта сторона у нас лицевая. Все нечетные ряды, где мы провязываем полностью столбики, они считаются лицевыми. Четные ряды, когда мы провязываем арочки, они считаются изнаночными. Сшивать мы будем по изнаночной стороне. Кладем спинку лицевой стороной к себе. Берем одну часть. Вот эта вот лицевая сторона, ее прикладываем вот таким образом. Получается, сейчас вот эта сторона смотрит нам изнаночной стороной. Прикладываем в одну сторону. И точно так же изнаночная сторона кладем вторую часть. И теперь маркерами необходимо их закрепить. Итак, мы теперь прошиваем плечо. Вот моя рабочая нить. С этой стороны вот петля. Теперь заводим крючок в крайние петли. Заводим с этой стороны в крайнюю петлю. И здесь. Захватили рабочую нить и провязываем соединительную петлю. Заводим следующую с одной стороны, со второй. И так соединительными петлями проходим до конца. Провязываю последнюю петлю. Далее захватываем нить и полностью вытягиваем через петлю. Затянули. Вот так у нас получается. И с лицевой стороны вот таким образом выглядит шов. И кончики нити необходимо спрятать под петельки. Точно таким же образом прошиваете вторую сторону. Теперь для рукава я отмеряю пройму 21 сантиметр. Вот отмечаем маркером. Здесь у меня 21 ряд. И такое же количество рядов мы отмеряем со второй стороны. Тоже здесь вешаем маркер. Получается, мы должны связать рукав шириной 42 сантиметра. Вот, 42 сантиметра. Необходимо будет связать вот таких вот два рукава. На 42 сантиметра у меня приходится вот таких вот арок 30 штук. Получается, я для рукава набираю 94 петли
и вяжу с 4 петли от крючка. Как вязать я показывать не буду, узор вяжется точно таким же образом, как и спинка и перед. Начинаете, как всегда, провязывать полностью со столбиков с накидом. Далее провязываете вот такие вот арки. И последний ряд должен быть также состоять из столбиков с накидом. Всего здесь я провязала 21 ряд. В длину она у меня получилась 20 сантиметров. Вы можете провязать больше, если вам рукав необходим длиннее. Итак, провязываем вот таких вот два рукава. Один я уже пришила и покажу на втором, как его присоединить. Сшиваем рукав также по изнаночной стороне. Вот это у меня изнаночная сторона. Здесь у меня последний 21 ряд, а присоединяем стороной, где набирали воздушные петли. Находим середину на рукаве, соединяем ее с плечом. И далее от плеча, как я говорила, отмеряю 21 сантиметр. И соединяю здесь конец и здесь. Для удобства можете в нескольких местах закрепить маркерами. Для того, чтобы у вас детали не съезжали, можно также использовать канцелярский зажим. Заводим крючок в крайнюю петлю. Берем нить, вытягиваем и провязываем столбик. Далее вводим в следующую петлю с этой стороны и также провязываем столбик без накида. Следующую, смотрите, вот здесь вот арка, провязываем сюда один столбик, следующую петлю, в арочку еще один столбик. Здесь идет ряд из столбиков с накидом, провязываем также один столбик и также второй. Снова здесь идет арка, провязываем сюда 2 столбика. И таким образом прошиваем до конца. В конце, как провязали последнюю петлю, ниточку обрезаем, вытягиваем через петлю полностью и затягиваем. При сшивании деталей старайтесь провязывать не туго, чтобы у вас не был стянут шов. И вот так он выглядит с лицевой стороны. Итак, нам останется соединить боковые части с обеих сторон и сделать обвязку. Бока мы сшиваем иглой, продеваем нить в иглу. Далее находим здесь крайние петли с одной стороны, со второй. Еще раз проходимся по крайним петлям. Вот у нас ниточка выходит с этой стороны, значит, с этой стороны мы вводим иглу, захватываем крайние петли с одной стороны и со второй. Далее вводим с этой стороны иглу уже. Следите при сшивании за тем, чтобы у вас узор совпадал с двух сторон.
Вот таким образом прошиваем все бока. Обвязку мы будем делать по лицевой стороне. Начинать я буду вот с этого края. Здесь мы начнем провязывать столбики с накида и будем вот таким образом двигаться. Итак, присоединяем нить. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид, сюда же провяжите еще один столбик с накидом. Далее в следующий. Итак, здесь у нас идет арка, сюда провязываем 2 столбика с накидом. Здесь у нас ряд из столбиков полностью с накидом. Сюда мы также провязываем 2 столбика. Далее в арочку провязываем. Таким образом провязываем до горловины. Вот я провязала по одной стороне. Здесь я подошла вот к плечу. Вот у нас наша спинка. Здесь я провязала в арку 2 столбика. Далее идет вот ряд из столбиков с накидом. Сюда тоже провязываем 2 столбика с накидом. Далее вот здесь вот провязываем еще 1 столбик. И теперь поворачиваемся и вяжем по спинке. Здесь провязываем в каждую петлю по столбику с накидом. Вот я подошла ко второму плечу. Здесь также дополнительно на углу провязываем 1 столбик с накидом. И далее уже по 2 столбика. Вот у нас идет теперь ряд, где идет арка. Но здесь у нас в конце идет 2 столбика. Провязываем не в арку, а вот под вот этот столбик. Далее ряд из столбиков с накидом. В каждый ряд по 2 столбика провязываем. И так довязываем до конца. В конце провязываю также 2 столбика с накидом в последний ряд. И еще 1 столбик мы провязываем в крайнюю петлю, для того чтобы край был ровный. Все провязали до конца. Теперь ниточку обрезаем и нить полностью вытягиваем. По желанию можно провязать еще 1 ряд. В конце просто делайте 3 воздушные петли, переворачивайте и уже вяжете в каждую петлю по столбику с накидом. Итак, наш кардиган готов. И обязательно, конечно же, вязаную вещь необходимо постирать, высушить на ровной поверхности. Можно также еще отпарить утюгом и носите с удовольствием. Надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на мой канал. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях.